Всем привет, ребята, это Дофа Трейдинг, я наконец-то к вам вернулся. Как я устал, если бы вы знали, пока мы пилили свою криптовалюту, столько было проблем, и даже на том же GitHub уже сразу начались проблемы. Но это все позади, мы пока на несколько дней концентрируемся на рынке, потому что у нас выходные с вами. И мы все с вами знаем, что на выходных как раз нужно очень внимательно изучать это все дело. Почему? Нету особо больших объемов, у нас есть небольшая такая пауза и передышка, где мы можем как раз-таки оценить, что за вот эту всю предыдущую неделю произошло на рынке. Мы с вами сразу можем увидеть, что спускаемся потихоньку, плавно съезжаем вниз. То есть вот эта вот полка, это действительно единственный тот объем, который защищает биткоин от крупного такого пролива, от сильного падения. Именно вот эта вот полочка. Почему? Потому что летом, вы видите, здесь была такая проторговка. И мы видим, что действительно тут очень такие крупные объемы есть только на уровнях 96. Вот тут максимальный объем, он на самом деле находится на уровне 66, и пониже еще есть тоже объемы 52 и 43. И тренд по большому счету, ребята, вот мы даже созванивались с одним человеком с биржи, с которой мы начинаем сотрудничать, у них очень выгодные условия, я советую на эту биржу подписаться, по нашей реферальной ссылке зайти, она будет в описании. Я действительно вам, ребята, советую это сделать, потому что мы будем длительное время с ними сотрудничать, и будет очень много конкурсов и плюшек. У вас просто великолепный месяц сейчас начинается, мы и Telegram премиум разыгрываем, и криптовалюту бесплатно свою раздаем, да, пока у нас airdrop еще идет. И на бирже будут плюшки, о которых я расскажу через пару дней. Вот. Поэтому переходите, ребята, пока у нас есть возможность предоставлять вам такие приятные бонусы. И к чему я это все сказал? Мы созванивались с человеком с этой биржи, и вместе у нас был анализ. Мы смотрели биткоин, и мы пришли к определенному выводу с данным человеком. Да, мы понимаем, что здесь есть множество стопов за вот этими уровнями, но на всем этом тренде, а тренд начался по биткоину именно с 34 тысяч, именно отсюда начался рост. Не здесь начался рост, не здесь и не здесь, а именно в данном месте. Потому что все объемы, вы видите, накоплены они были вот тут, ниже уровня 24. Где-то вот с этих отметок начался у нас рост. Либо вот с уровня 27, либо с уровня 34. Да, весь тренд условно можно брать. Вот этот наш тренд. Мы в этом цикле увидели 333% роста. Про вот эту ситуацию забудьте. Это накопление здесь было. Это было накопление, биткоин не собирается туда возвращаться, потому что тогда все на рынке будут в убытке. С учетом еще того, что у нас не такая амплитуда сильная в этом цикле, всего 333%. И единственным магнитом и крупным объемом на этом тренде выступает вот эта вот область с 70 до 58. Поэтому очень внимательно наблюдайте за этой областью. Вот здесь есть так называемый по смарт-манчикам имбаланс, да, вот эти вот недоинфо-цыгане и так далее. Я ничего не имею против другого вида анализа, я даже технически использую, дополняя его объемами, но есть некоторые ребята, которые вообще не хотят развиваться. Я сейчас не конкретно про кого-то, а я так, в общем и целом, что есть ребята, которые там вот smart money, все, smart money, вот теханализ, все, теханализ. Нет, так не бывает. На рынке надо постоянно учиться и потреблять новую информацию. Так вот, если мы объединим тут и smart money, и теханализ, и все это объединим, то мы увидим вот такую вот ситуацию, да, на биткоине. Смотрите. В данной области была проторговка, да, мы вот ее видели, очень-очень много объема, это 71 тысяча приблизительно. И после этого с 71 тысячи мы вот тут где-то выходим, вот здесь мы видим крупные объемы на выходе, да, то есть было сопротивление лимитного продавца, здесь лимитки на продажу стояли, и мы их исполнили вот этими покупками. Дальше биткоин идет вверх, и здесь начинаются огромные продажи. Посмотрите, вот это отрицательная дельта, это у нас все продажи, это все продавец. Мы упали, вывалились из этого диапазона, да, который у нас был от 103 тысяч
да, вот по уровню 103 тут еще видно продажи, видите, AVG Price у нас тут 104 300, ну, то есть 103 тысячи, условно. Вот здесь вот у нас продажи и дальше от 100 и до 91. Вот здесь вот мы проторговали с 91, 103 и вот такие вот продажи собрали. По уровню горизонтально минус 19 тысяч продаж на 300 тысяч биткоинов. Потом еще уровень ниже 283 тысячи продано, минус 21 тысяча реализованная. Да? И здесь 200 тысяч продано и реализовано минус 14 тысяч биткоинов. Вот это все такое продали. Здесь огромный объем. Мы вывалились ниже. Да, здесь была попытка вернуться в диапазон неудачная, здесь тоже идет попытка, она уже неудачная. И вот тут тоже очень крупная продажа. Но есть вот такая некая область, где не было вообще ни крупных покупок, ни крупных продаж. Эта область, она начинается, ну, по большому счету, она начинается с 79 и идет вот вплоть до 69. Да? Но если брать очень прицельно и очень метко, мы можем также тут посмотреть по объемам и увидеть, что вот эта область, она находится вообще вот тут. Это 74 600, да, то есть прям по вот этим минимумам, которые мы здесь поставили, и до уровней в 69 798. Вот AVG Price тут это 70 330, да. И мы видим, как здесь падали объемы, потом мы обвалились, объемы выросли. Здесь тоже сейчас флэты, падают объемы. Поэтому, ребята, я не хочу сказать, что те люди, которые говорили у нас о вот этой вот фигуре, что они правы. Я вам в предыдущем видео показывал эту фигуру. Я говорил, что если мы пойдем вниз, то это мы вниз пойдем не из-за того, что у нас тут медвежий флаг, потому что это не медвежий флаг, я еще раз. Это не медвежий флаг у нас. Вот, и типа они сейчас будут говорить вам, эти люди, что мы пробили этот медвежий флаг, вот, что это типа тренд у нас, хотя тут, ну, тренда как такового прям нету. Мы профлетили, упали. Флэт, ну, даже тут не флэт, тут просто памп-дамп. И сейчас флэта нету, просто рваный график, да, то есть даже анализировать нечего, ребята. И они сейчас вам будут говорить, что здесь произошло пробитие, и мы дальше будем падать. Ну, если вы такие супер молодцы по теханализу, скажите мне тогда, где здесь именно тот флагшток этого флага. То есть, если вы хотите сказать, что вот это флагшток, то тогда мы, по идее, должны отсюда проваливаться прямо на 69. В принципе, ребята, это совпадает с объемами. Но опять же повторюсь, это не из-за теханализа, не из-за теханализа мы туда упадем. Даже если это реально все будет так, и мы сюда упадем, это не из-за вот этой вот фигуры будет, поймите меня. Есть вот явный факт, вот этот явный факт, именно вот эти вот объемы, именно кластера. Есть явный тот факт, что в пятницу, когда закрывалась неделя, у нас было все хорошо, и под конец, под закрытие, мы начали видеть вот такие продажи. Здесь продали, вот, например, это была у нас 25-я, да, это давайте посмотрим, 25-я, это был вторник, да, здесь были продажи, но мы не падали. И продали минус 3800, продавали, и вот у нас, смотрите, какая ситуация. Вчера, да, пятница, 28 число, и идут такие продажи, опять самые крупные на этой неделе, минус 4600, просто продали. Но, несмотря на это все, здесь пока крупный объем и есть интерес у лимитного участника. Вот здесь есть интерес у лимитного участника, здесь даже на продажах лимитки подставляли. Вот тут и здесь лимитки есть, и вот тут. Это видно все по объемам. То есть пока есть интерес у лимитного покупателя удерживать цену и не обрушивать это все. Но то, что падают объемы, то, что здесь вот такие вот крупные продажи, да, ну и допустим, да, хорошо, теханализ, вы прям, ребята, ТАшники, молодцы, да, он говорит за это. Но я все равно не вижу прям устойчивого сюда снижения и остановки здесь. По-хорошему мы должны уходить от этой области как можно дальше. Мы должны защищать эту область, сюда не погружаться. Потому что сразу под этой областью, ребята, под этой областью находится вот тот самый крупный вот этот вот наш объем. Что если на 69 у нас та пустая зона, на 71 уже начинает нарастать объем, и вот своих таких каких-то пиковых значений он на 70-100 набирает, да. То есть все очень тут близко, все очень близко. И вот тут сразу уже на этом уровне, да,
по цене 70-300, опять-таки, вот где здесь мы это и увидели, начинается у нас объем. Ну, мы можем сюда, конечно, заколоть, но это будет очень негативно для всего рынка. Я пока на данный момент альткоины рассматриваю, и у нас будет анализ по альткоинам, потому что мы должны готовиться покупать альткоины, когда все плохо. Нам нужно сделать анализ сейчас, потому что если потом мы действительно заколем, и там будет понятно, что мы дальше не падаем, а у вас нет готовой стратегии, тех анализов, вы не знаете, какие альткоины покупать, где вы возьмете время? Мы уйдем в разворот, и все. А если не уйдем, будем дальше падать, вы будете сверять свой теханализ. Но он должен быть заранее, а не потом, когда плюс 100, плюс 200% вы выбегаете, у вас фома, и вы не знаете, что делать. Поэтому у нас будут прогнозы, анализы по альте, несмотря на то, что пока на данный момент до сих пор 10% USDT, и я не хочу пока покупать. Пока еще непонятно, не очень понятно, что будет с биткоином. Это все такой диапазон. Первое, помните, что я вам говорил, мы должны закрепиться над вот этим блоком технического анализа. У нас это пока не получается. Вот, это выше 88 даже тысяч. И есть очень интересный индикатор, да, я в Телеграме в своем скидывал. Вот у нас тут в Телеграме идет розыгрыш Телеграм премиума и, собственно, ссылки на то, где наша криптовалюта торгуется. И airdrop тоже мы тут делаем пока. Вот у нас отрицательная эмиссия, мы сжигаем монеты. Но сейчас не об этом. Я сейчас о биткоине. Вот я делал анализ очень подробный. У нас есть несколько индикаторов. ADX, DI. Они очень-очень противоречивые друг другу. Но здесь есть некоторые нюансы. Я бы советовал вам все-таки не лениться, зайти на это все дело посмотреть. Когда вы включите здесь сетку EMA Ribbon и VMC Cypher на обычном графике, это не значит, что если индикатор вам говорят, надо использовать так, вы его так и используете. Потому что тут надо Heikanаши включать, забудьте. А я вам тут о другом. Когда у нас на биткоине идет тренд здоровый, да, мы даже можем включить другой какой-то график, скрипта взять, допустим, да. Давайте возьмем график скрипта и включим. Когда идет бычий рынок, да, вот мы можем даже отсюда уже взять. Бычий рынок, мы не уходим под EMA Ribbon на недельке. Это неделька, на внимание, на секундочку, это неделька. Мы не должны ниже нее опускаться, потому что первый спуск и пробитие вот этой вот EMA Ribbon, потом идет ложный отскок, и дальше уже медвежка полным ходом с капитуляцией. Здесь как было, видите, мы тут опускаемся, можем прям до самой нижней границы EMA Ribbon опуститься, можем. Но как только мы вот так вот шлепаемся на нижнюю границу EMA Ribbon, идет ложный отскок, и дальше, видите, мы уходим в медвежку. Точно так же это и здесь было. Мы росли и упали, потом отскочили ложно и ушли сюда. Да, но потом, вы видите, какой дамп. То есть это сильная слабость на тренде. Это говорит о сильной слабости. Допустим, даже мы рассмотрим с вами вот эту ситуацию. А какой здесь был тренд? Мы идем, шлепнули сюда, прям прокололи, да, но потом идет ложный отскок. В чем тут была суть? Суть была в том, что здесь после этого ложного отскока мы обратно все равно не спустились на нижнюю границу сетки EMA Ribbon. Вот, если бы в этот раз, вот, после этого ложного отскока мы спустились прямо сюда, это бы движение продолжилось вниз. Но здесь произошла вот эта манипуляция. Кто тогда был, все помнят и знают, что это за манипуляция была. Мы все-таки потом отскочили, здесь еще один мини-альтсезон был, даже их там два было. На этом пике и на этом пике были альтсезоны. Но потом, после еще одного спуска, видите, на EMA Ribbon, и потом мы снова еще раз спустились, вот такое вот двойное, это уже медвежка 100%. Когда мы два раза спускаемся. И еще один нюанс. Когда идет бычий рынок, мы двигаемся. Почему здесь две сетки VMC Cypher и EMA Ribbon? Нормальные коррекции, когда у нас активный здравый тренд, все то, что заходит на недельке в VMC Cypher, то есть вот эти синие линии, это синяя лента, я ее так называю, это сильный тренд. Пока мы именно по VMC Cypher над этой лентой, это сильный тренд. То есть пока мы находимся в фазе сильного тренда, а это касается не только биткоина и других инструментов, но все коррекции, которые у нас в синей ленте, вот падение, которое, это вообще не стоит обращать на них внимание. Абсолютно это не важно. Если мы сюда спускаемся, мы понимаем, где мы по конъюнктуре рынка находимся, это все надо выкупать, и здесь это все надо выкупать и выкупать. Да? Вот тут мы, конечно, коснулись раз и два
Это было очень-очень опасно. И мы с вами тогда, помните, готовили стратегию на случай того, если мы тут разворачиваемся и падаем вниз. Мы с вами предполагали, что здесь может быть. И мы готовили свободное USDT. После того, как мы восстановились, снова над синей лентой, мы поняли, что все окей. Точно так же и тут. Мы наблюдаем за нижней границей вот этой вот сетки MyRibbon, и мы по логике вещей не должны падать ниже 75. Нам говорят люди, что должна быть коррекция, у меня в чате в том числе, куда-то там 68, еще куда-то, вот прям сюда. Но не забывайте, здесь есть блок технического анализа, максимальный объем в этой проторговке, все деньги вообще за год, за 24 они прошли именно по уровню 67. Если мы сюда спустимся, у нас будут в убытке люди, которые были здесь, и люди, которые в 67 году, весь их объем проторгован был по вот этой вот цене, они тоже будут в безубытке тогда, ребята, они будут в нуле. Либо еще и в убытках, если они набирались тут. То есть здесь будут колоссальные такие потери по рынку на уровне 67. Поэтому я считаю, что этот уровень должны защищать. Его защищает вот эта вот область технического анализа, да, опять-таки 74-68. Да, мы можем ее заколоть, но пробивать вот этот вот блок, который находится с 73 до 69, я вижу бесполезным, ненужным, опасным очень. Но если такое случится, мы все с вами знаем, что это значит. Сетка MyRibbon у нас заканчивается на уровне 76 тысяч, да, 75 900. Ниже нее падать нельзя. А для того, чтобы у нас снова запустился восходящий тренд, нужно, чтобы произошла ситуация, как это было здесь. Нам нужно восстановиться и сделать заброс над синей лентой. То есть это сейчас на данный момент нужно восстановиться над 89 тысячами по биткоину. Вот такая вот картина. Пока мы рассматриваем с вами, ребята, только биткоин, только его мы пока смотрим, пока по альте мы не будем делать такой общий обзор. По тоталам там ничего страшного нет, тут в целом рынок стоит, льется у нас только там эфир, да, и мелко капа какая-то. Тоталы там все у нас плюс-минус нормально. То есть у нас ничего пока не изменилось. Мы ждем, что будет с биткоином. Метаться по рынку, бегать, какие-то лишние действия совершать сейчас абсолютно бесполезно. Ой, упала, ой, выросла. Это не то, что нужно сейчас делать. Успокойтесь и внимательно следите за тем, что происходит. С холодной головой, не спешите, не торопитесь. Вот, обязательно подписывайтесь, изучайте наш криптопроект, который мы запустили, наш токен. Я желаю всем удачи, всем профита, всех обнял. У нас все будет с вами хорошо.